Друзья, всем привет! В этом видео мы покажем изготовление многофункционального хозяйственного помещения, которое было жизненно необходимым для нужд частного дома. Этот проект со строительством бюджетного дома, который мы помогаем строить родителям, приближается к своему логическому завершению. Впереди нас ждут завершающие видео, а также я планирую снять несколько роликов на дополнительные темы, с рассказом о которых так или иначе упустил в прошлых видео. Если у вас остались какие-то вопросы по строительству этого дома, обязательно напишите их в комментариях. Именно из ваших комментариев я и буду формировать темы для дополнительных видео. В самом начале этой стройки, которая велась на значительной удаленности от нашего основного дома, мы уже остро нуждались в наличии хоть какого-нибудь хозяйственного помещения. Будь то бытовка, сарай или хотя бы временная кладовка. Целый год все строительные материалы нам приходилось хранить под открытым небом на неогражденном участке, а весь инструмент постоянно возить с собою. К счастью, нашу стройку избежала судьба встретиться с нечистыми на руку дельцами. И здесь стоит отблагодарить добросовестных соседей, которые так или иначе присматривали за стройкой. Конечно же, было бы логичнее всего построить этот многоцелевой сарай на самых ранних этапах, но из-за спешки и отсутствия свободных финансов мы постоянно откладывали его строительство на потом. По конструкции наш сарайчик будет максимально простым. Основной каркас будет состоять из несущих стоек, выполненных из стальной профильной трубы с сечением 40 на 40 мм. Стойки бетонировали в земле так же, как и столбики для фасадного забора. Копали ямку с примерным диаметром 40-50 см, глубиной 0,7 метра, фиксировали стойку в заданное положение с помощью двух диагоналей и заливали бетоном. Многофункциональность этого сарая характеризуется тем, что кроме основного складского помещения, которое, кстати, может использоваться еще и под мастерскую, часть площади этой хозпостройки мы отвели под летнюю кухню, под которой разместим еще и небольшой подвальчик для хранения продовольствий на зиму. Так как подвал будет небольшим, под него выкопали яму со скромными размерами 2 на 2,3 метра. При копке этой ямы на глубине около 2 метров наткнулись на странный цилиндрический объект, обильно покрытый ржавчиной. Учитывая, что раньше в этой местности было чистое поле, решили не рисковать и вызвать МЧС. Они извлекли этот объект, чем-то напоминающий снаряд, и увезли с собою. Ну а ребята продолжили копать яму дальше, в надежде, что подобное им больше не встретится. На стропила и поперечные прожилины в целях экономии решили использовать деревянную доску. На стропила купили брус с сечением 50 на 120 мм, ну а в качестве прожилин выступит доска с сечением 30 на 100 мм. Длину стропил подгоняли прямо по месту, а к стальному каркасу крепили с помощью приваренного уголка и пары саморезов. Внутренний размер сарая 7 на 3,2 метра. Это даст больше 22 метров квадратных полезной площади. Для нужд небольшой семьи в частном доме этой площади будет вполне достаточно. Стенки для подвала изготовили из шлакоблока. Это крепкий, доступный и относительно дешевый материал, который отлично подходит для подобных задач. Зазор между шлакоблоком и землей засыпали песком, а сверху из досок сформировали опалубку для заливки перекрытия. Для армировки перекрытия использовали 10-мм арматуру, из которой сформировали сетку с ячейкой в 200 мм. В самой опалубке предусмотрели шахту для входного люка, а также пару закладных для вентиляции. Арматурный каркас приподняли над опалубкой на пару сантиметров прямо в процессе заливки бетона.
После застывания бетона на перекрытии поверх него уложили 5-сантиметровый слой теплоизоляции из экструдированного пенополистирола, а уже сверху сформировали черновой бетонный пол на всю площадь помещения. Черновой пол уложили на песчаную подсыпку, а его толщина в среднем составила около 7 сантиметров. Из доски 30 на 100 мм сделали обрешетку для стен. К стальным стойкам каркаса ее крепили с помощью саморезов по металлу. Из этой же доски сделали и обрешетку под кровлю. И приступили к обшивке стен листами профнастила. Здесь использовали стеновой профнастил с высотой волны в 10 мм. К деревянному каркасу листы крепили с помощью кровельных саморезов. Оцинкованный профлист, покрытый полиэстеровым покрытием, отличный долговечный материал, который при этом и стоит относительно недорого, около $4 за квадратный метр. Для покрытия крыши использовали кровельный профнастил с высотой волны в 20 мм. С изготовлением этого сарая за небольшую плату отцу помогали друзья. Мы же с супругой в это время были заняты малярными работами по дому. Сконструировал этот сарайчик отец полностью самостоятельно. И хотя в принципе эта хозпостройка получилась простой и функциональной, я бы все же внес в нее некоторые коррективы. В частности, изменил бы внешнюю форму и расположение, а в конструкцию кровли добавил бы гидроизоляцию из супердиффузионной мембраны, которая бы противодействовала скапыванию конденсата с кровельного покрытия внутри помещения. И да, пока бетонный пол высыхал, конденсат появлялся на потолке и капал вниз. Но после высыхания бетона вторую половину зимы, а также весной конденсат так и не появлялся. В принципе, возможность открутить кровельные листы и подложить гидроизоляцию всегда остается. И возможно в будущем мы проведем эту процедуру. Будем наблюдать. В качестве окон выступила пара некондиционных створок, которые отцу подарил друг Андрей. А дверной проем закрыли временной дверью, которую на скорую руку отец сколотил из досок. И хотя работы по этому сарайчику все еще продолжаются, нужно организовать места для хранения, закончить летнюю кухню, обустроить подвал, а также закончить другие мелочи, но после переезда родителей в новый дом он уже частично функционирует, хотя пока еще и хаотично наполняется вещами, хранит инструмент и другую домашнюю утварь. В этом основном пространстве планируется сделать большие стеллажи для хранения и добавить рабочий верстак для мелких ремонтных работ. Общая площадь этого помещения составила 16,5 квадратных метров. Для ведения хозяйства в частном доме двум пенсионерам этого хватит с лихвой. Работы с летней кухней также идут в самом разгаре. Размер этого помещения чуть меньше 6 квадратных метров. От основного пространства ее отделяет гипсокартонная перегородка. Этими же остатками гипсокартона после строительства дома решили обшить и наружные стены. Понемногу реставрируются кухонные шкафчики из старого дома, и к началу сезона консервации эта кухня будет полностью закончена. При готовке всевозможных запасов солений на зиму эта летняя кухня не будет в жару перегревать основной дом. А также эта кухня будет резервной, так как основная кухня полностью запитана от электричества, и при его отсутствии летняя кухня с наличием газовой плиты, запитанной от баллона, решит эту проблему. Вход в подвал удобно разместился прямо из помещения летней кухни. Отец уже изготовил простенький лючок и деревянную лестницу. Хотя габариты этого подвала совсем небольшие, 1,4 на 1,8 метра, но скажу из своего опыта, а в нашем доме мы также сделали небольшой подвал, то при правильной организации стеллажей для хранения этого объема хватит с лихвой. Суммарные затраты на изготовление сарая с подвалом плюс работа составили $1370, что подняло суммарные затраты на весь дом на данный момент до $17 тысяч. Трудовые же затраты на изготовление сарая составили примерно 20 человека дней.
Друзья, в следующей завершающей части вы увидите финальные работы по дому, переезд с новосельем, подсчитаем суммарную смету на дом и укажем на ее нюансы, а также сделаем итоговые выводы, стоило ли заморачиваться с изготовлением бюджетного дома своими руками. Чтобы не пропустить это видео, подпишись на наш канал, а если ты уже подписан, проверь, нажат ли у тебя колокольчик. Друзья, спасибо, что делитесь нашими видео и поддерживаете наше развитие. Мы вам благодарны. До встречи в новых роликах.